Ромка разошелся не на шутку. Он все кричал и кричал. «Ненавижу тебя, нищебродка! Каждую копейку считаешь. Достала уже!» Надя сидела молча и не шевелясь, будто ушат холодной воды на нее вылили. А это не ушат. Это, громко хлопнув дверью, ушел на улицу любимый сыночек Ромочка, 14 с половиной лет. Причина? Мать не может купить доску для скейта, какую-то навороченную, стоимостью в половину зарплаты. Да бог с ней со стоимостью. Надя бы, может, пооткладывала, да купила бы. Но таким образом куплены коньки простые, в смысле фигурные, коньки роликовые, боксерские перчатки, лыжи, гитара и многое другое. Она старалась дать ему все, что нужно, и нет, но все упиралось в деньги, а еще больше работать она и не могла. Сын заявил, что папа хороший, добрый и любимый, а она, мать, плохая. Убирать в квартире заставляет, уроки учить. Вейп курить запрещает, когда все родители своим детям сами покупают, а папа даже сам парил с Ромкой пару раз. Сын сказал, если она не прекратит его гнобить и заставлять делать уроки, он идет к папе. Там его любят, считаются с его мнением и вообще разрешают все, потому что папа человек настоящий. Наверное, не зря папа ушел от нее. Стас ушел, когда Ромке было 5. Больно, обидно, дышать не могла, как удар под дых. Не ругались, не скандалили, просто сказал, что разлюбил и все. Ушел и из жизни сына тоже. Сказал, что не хочет нервировать ребенка и ее. Уехал куда-то, пообещал свать алименты, когда встанет на ноги. Взамен оставил квартиру полностью, куплена была в браке, без ипотеки. Продали свои наследные, он от родителей, она от бабушки. Вставал на ноги долго, никак себя не обозначал, алименты не платил. Точнее, платил, но это были редкие переводы с такими копейками, что лучше б вообще ничего не присылал. На праздники не то что подарков не дарил, а даже не звонил. И тут 2 года назад вдруг появился. Ромке было 12. Приехал с женой и 2 детьми. Как оказалось, 3. Был еще старший мальчик, сын новой жены, на год моложе Ромки. И потом началось. Она только и слышала от сына, что папа купил коттедж, у папы полно места, папа подарил то, папа возьмет на выходные, папа дал денег, папа сказал, папа сделал. Сама виновата, говорит мама Надежде. Ты же слова плохого про Стаса сказать не давала. Тигрица кидалась. Ах, что ты, не надо, чтобы Рома в ненависти вырос. Вот и пожинай плоды. Мама теперь плохая, а папа хороший. Ты и личную жизнь из-за него, засранца такого, запустила. А он что? Как платит матери? Давай дед с ним поговорит, по-мужски. Но Надя не разрешала. Все думала, что лучше по-хорошему. А вот как это по-хорошему, пока и не придумала. И вот сегодня был верх всего. Всяко обозвал и ушел, хлопнув дверью. Сидит, не шевелится Надя, даже плакать больно. Через час вернулся. Запах табака на всю квартиру. Курил, значит. И не это новомодное устройство. Зашел на кухню, гремит кастрюльками. Поел. Матери даже спасибо не сказал. Ушел к себе в комнату. Надя выдохнула. Хотя бы дома. За это время нервы стали ни к черту. Плачет постоянно. Дергается. Чуть что караулит его. Соглашается на все условия. Лишь бы все было хорошо. Чтобы сын дома был. Знает, что Стас настраивает против нее сына. Только вот зачем? Она слова плохого никогда не сказала в его сторону. И сына воспитала в уважении к отцу, который 7 лет не появлялся. Всю ночь не спала Надежда. Уснула уже под утро. Утром молча позавтракали. Ромка демонстративно отодвинул тарелку и встал из-за стола, не убрав за собой. Надя же была будто замороженная. Ей сейчас все равно было на грязную посуду. Днем позвонила Стасу,
и сказала ему, что Рома теперь будет жить с ним. Всегда. Она плохая мать, плохо справляется с воспитанием ребенка. Если нужны алименты, она, Надя, будет платить. Вещи соберет, что есть. Остальное он, Стас, пусть докупит сам. К тому же скоро весна. Сын вырос из всего. И да, ему нужна какая-то навороченная доска для скейта. Сказала все это сухим официальным голосом и положила трубку. Убирать со стола за сыном не стала. Прошла в его комнату, собрала вещи. Ромка пришел из школы веселый, полный новых планов. «Мам, привет. Слушай, тут ребята весной в поход собираются. В горы. Меня с собой зовут. Надо потренироваться. Можешь купить мне абонемент в...» Ромка замолчал, увидев свой чемодан и неприбранную посуду на столе. «Мам, а это что? Мы куда-то едем?» «Ты». «Что я?» «Сейчас за тобой приедет твой папа, твой богатый, умный, добрый и все разрешающий папа. Ты едешь жить к нему, в его шикарный коттедж. Я буду, может быть, брать тебя на выходные. Еще не решила. Я нищебродка, взять с меня нечего. А мне еще, наверное, придется алименты на тебя платить». «Мам, ты чего?» Надя стояла с лицом без эмоций, хотя внутри бушевал пожар из обиды, злости на ситуацию, себя, Стаса и Ромку. А еще ей очень хотелось притянуть к себе эту вихрастую светлую головенку, поцеловать и обнять. Но обида на самого родного человека в мире душила. Душила Надежду так, что она готова была зарыдать от бессилия, но сдержалась. Ромка нахмурился. Тут же принял независимый вид. «Хорошо, я рад, что так все обернулось. Сам хотел тебе предложить, чтобы я у папы жил», сказал он безразличным тоном с легким намеком на улыбку. Теперь у него начнется свободная жизнь, а не вот это все. «Я рада, что ты рад. Тебе пора выходить. Отец звонит, а значит, приехал за тобой». Неделю Надя выла и еще одну. А потом подруга позвала ее в кино, и они пошли вдвоем. Поужинали в кафе, потом на выставку ходила, записалась в зал. Дома можно и не готовить. Нет все подряд трескающего организма. Сын счастлив, пишет восторженные СМС. Из школы не звонят. А жизнь-то оказывается прекрасна, когда не надо подстраиваться ни под кого. С сыном встретились, вроде похудел. Погуляли, прекрасно провели вечер. Отвезла его к отцу. Какая красота! Она его столько лет одна растила. Вот теперь пусть отец им занимается. А она, в отличие от Стаса, звонит ребенку, навещает и гуляет. Так прошел февраль, март, апрель. Скоро лето. Мечтает Надя, как с Ромкой поедет. Стоп. А почему опять она с Ромкой едет на море? Ну уж нет. Пусть с папашей, а она одна. Мама сначала укоряла Надежду, говорила, что она погорячилась. Но с кем не бывает. Сын же кровинушка, вот этими руками вытасканный. Вытасканный, соглашается Надя, вот этими самыми руками. А знаешь, как он полоснул по сердцу? Но дитё же, Надя. Дитё, соглашается Надя. Только мама дитё курить и браниться не будет. А если так, то пусть живет там, где это все можно. Я не позволю с собой такого обращения. Все, хватит. И маме ничего не осталось, как согласиться с дочерью. И ведь Ромка у родного отца, а не неизвестно где. К бабушке с дедушкой он тоже заходил, говорил, что у него все хорошо. Однажды Надя приболела, да сильно так подцепила простуду. Написала Ромке, извинилась, что не сможет его забрать сегодня и погулять с ним. Заболела. Тут же позвонил Стас и отчитал ее, что парень ждет встречи с матерью, а она сливается. И вообще, пора бы вспомнить, что она, Надя, мать, и уделять сыну побольше внимания. Это женское дело воспитывать детей. Надя отключилась. Ей правда было плохо.
Спорить со Стасом сил не было. Пусть думает, что хочет, а может и оглянется на свое поведение. Только она не пропала устраивать свою личную жизнь, а заболела. Она задремала, проснулась от того, что в квартире кто-то есть и пахнет едой. Вот мама, ну просила же не приезжать, еще не хватало, чтобы заболела, ведь в таком возрасте болячки легко подхватываются. «Мам, мама!» – позвала Надя. В комнату заглянул сын. «Ромка? А у меня и поесть нечего. Там бабуля что-то варит». «Какая бабуля? Привет, мам. Это я тебе бульончик варю». «Что ты делаешь? Ты варишь бульончик?» «Ага. Когда болеют, надо бульон варить и больного поить. Бабушка сказала». «Ты, Ромка». У нее не было больше сил говорить. Потом Ромка поил маму бульоном с ложечки, а также чаем с малиной. Весь день около матери обтирался. Она уже и забыла, что сын был когда-то такой, ласковый. Ее Ромка будто вернулся. «Все, спи, мамуль. Ладно, мне ехать надо, а то автобусы не будут ходить, а мне еще добираться». «Постой, разве отец тебя не заберет?» Ромка замялся. И тут Надя поняла, что сын что-то не договаривает. «Рома?» – спросила она так, что у него не было выбора, кроме того, как все рассказать. «Ну, они семьей захотели отдохнуть. Своей». «Не поняла. А ты что, не семья?» «Ну, тетя Кать сказала, что они своей семьей, без меня. А отец знает?» Ромка пожал плечами. «Так, и часто они так отдыхают, своей семьей, без тебя?» «Ну, мы с папой иногда выбираемся в Макдак, но он обычно занят. С мелкими уроки надо делать, Димку, тетя Катиного на тренировку вести. А ты?» «Я сам добираюсь». «Рома, тебе нравится такое отношение?» Мальчик опустил голову, слезы закапали на руки. «Ты же говорил, что у тебя все отлично, Ром». «Но мне некуда деваться было. Ты меня выставила», – заплакал Ромка. «Выставила? А разве не ты хотел жить у папы? Ты же сам об этом говорил не один раз». «Мам, прости, а? Я сильно тебя обидел? Прости, мамочка, я уйду сейчас, прости». Рома заплакал. «Да ты весь горишь, Господи! Ты что, с температурой весь день?» Ромка ревел, как в детстве. Как же ему хотелось рассказать маме, что тетя Катя просто возненавидела его, а папа не очень-то и перечил ей. Жить ему пришлось в какой-то каморке. Над ним смеялись брат и сестра. «Там у мамы гардеробная должна была быть. Ты гардеробщик. Мы тебя приютили из жалости». «Я ваш брат», — возмущался Ромка. «Да какой ты нам брат? Димка брат, а ты так. Папа тебя даже не любит. Просто так, потому что мамка твоя от тебя избавилась. Ей гулять по мужикам надо». Ромка пошел к отцу разбираться, что за... «Ну они же маленькие, Ром, ты что ябедничаешь? Ё-моё, ну и сынка мне Надежда вырастила». Стирал себе Ромка все сам, включая футболки, рубашки, спортивную форму. «Может, хватит уже в благородного папашу играть?» Услышал Ромка недавно. «Когда ты его отправишь домой?» «Он мой сын, Катя». Отец вяло отбивался. «Сын, что-то ты столько лет не вспоминал о сыне, а тут, видите ли, папашу включил». И вдруг до Ромки дошло. А ведь отец никогда ни подарочка, ни открытки на день рождения не присылал. Он не сидел возле Ромки, когда тот болел, не учил плавать и кататься на велосипеде, стрелять в тире. Его не было никогда рядом. Зато мама была. Поняв, как обидел маму, Ромка решил бежать. Ну а что? Бабушка с дедушкой в курсе того, как он с мамкой поступил. Мама его не примет, отцу он не нужен. Решил с мамой попрощаться, заехать, потом к деду с бабушкой поехать.
а от них уже куда-нибудь, может быть, к морю. В идеале наняться бы стюардом, а лучше юнгой на борт и походить по морям, океанам. Денег бы заработал. Приехал такой, маме машину хорошую бы купил. Хорошо, что заболел, рассказывает Надя подружке. Представляешь, я бы себе никогда не простила. Отец не хватился Ромке до следующего вечера, а потом позвонил Наде и осторожно спросил, не был ли у нее сегодня Ромка. Надежду и прорвало. Все высказала папаше такому. Сказала, что хоть на метр приблизится к сыну, она ему такое устроит. Конечно, Ромка потом простил отца, но встречался с ним строго где-то вне дома. Маму больше ни разу в жизни не обидел. До того стыдно было за свое поведение. Вырос Ромка, долго не женился. Наконец познакомил мать с девушкой. Хорошая такая, расхваливает Надя девушку сына. Аней зовут. Ромка говорит, как минимум 2 детей хочет, чтобы не один, как он. С сестрой и братом по отцу так общий язык и не нашел. Отец на свадьбе не был, поздравил по телефону, да Ромка и не расстроился. Главное, что мама была. «Мам!» Ромка вкручивает лампочку матери в плафон. «А что, дядь Костя, не мог вкрутить?» «А он-то с чего?» Вспыхивает мать. «Да ладно тебе, мама, ну как маленькая. Я же уже давно взрослый. Может, хватит ему уходить, когда я приезжаю? Ну что такое, а?» «Ну ладно, ладно. Мамуль, да ты поживи хоть немного для себя. Всю жизнь только я у тебя на первом месте. А как же, сынок, ты моя жизнь». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.